Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу начать вязать серию летних сумочек для деток, для девочек с разными персонажами и животными. Связаны эти сумочки с Yarnart Jeans. Эта сумочка связана Yarnart Jeans Plus. Ушел на эту сумочку целый моточек. Немножко осталось. Эта сумочка связана с просто Yarnart Jeans в 2 нити. Они немножко разные, чуть-чуть, наверное, на 1 сантиметр всего лишь разница. Поэтому, как вы будете вязать, это уже смотрите на ваше усмотрение. Сумочки отличаются очень минимально, скажем так. Сегодня мы с вами свяжем персонажи мультяшные с американского мультфильма. Детки очень любят этот мультик. И у меня уже есть рюкзачок связанный, пинеточки связаны по этому персонажу. И сегодня я покажу вам вот такие вот сумочки летние, очень вместительные. Вот размер сумочки, значит, ширина 18 сантиметров, высота 14 и донышко 3 сантиметра. Все, ручки пришиты, связаны, основа связана крючком 4 миллиметра, все оформление связано крючком 2,5. Все, давайте, если вам нравятся такие сумочки и вы хотите со мной их связать, то приглашаю на свой мастер-класс. Приятного просмотра! Итак, какие же нам материалы понадобятся для вязания наших сумочек? Значит, напомню, что я голубую сумочку вязала Yarnart джинсом, Yarnart Jeans Plus. В 1 ниточку я вязала. Номер этой пряжи 15, цвет. Вот, и буду вязать следующей пряжей, это темно-синяя. И цвет ее 54, тоже Yarnart Jeans Plus. Дальше для оформления мне понадобится также белая пряжа, желтая и черная для оформления мордочки. Дальше значит, вторую сумочку девочку я вязала двойной ниточкой Yarnart Jeans. Номер основного цвета 83. Обычно Yarnart Jeans. Вот я делила один моточек, делила на 2 части и вязала уже сумочку двойной нитью. И чем они отличаются? Вы видите, одна немножко выше другой, буквально на 1,5 ряда. То есть вы видите, как связана пряжа двойная, одинарная. Вот, и вы сами выбираете, как вы будете вязать. Если вам нравится двойной пряжей, обычным Yarnart джинсом, скажу сразу, что вяжется она немножко тяжелее и сумочка немножко плотнее, если вы вяжете в 2 нити обычным Yarnart джинсом. Если вязать Yarnart Jeans Plus, то сумочка немного мягче, вяжется очень быстро и легко. Она немножко больше. Значит, вязала я крючком номер 4, что первую сумочку, что вторую. Понадобится также нам иголочка и ножницы. Значит, и много маркеров, так как мы будем отмечать, где будут ручки, где будет клапан. В общем, все это будем отмечать. Итак, основу сейчас я вам продиктую, как мы вяжем с вами основу. Итак, донышко у нас состоит из 2 рядов. И, значит, первый ряд я набирала 30 воздушных петель и плюс 2 воздушные петли подъема. То есть всего 32 воздушные петли. С 3 петли от крючка я провязывала 29 полустолбиков с накидом. В последнюю петлю я провязывала 3 полустолбика с накидом в 1 петлю. Дальше разворачивала вязание. Вот, и провязывала по второй стороне 28 полустолбиков с накидом, и в последнюю петлю я провязывала 1 прибавку, 2 полустолбика с накидом в 1 петлю. У меня в первом ряду получилось 62 петли.
Второй ряд я провязывала так: одну прибавку полустолбиками с накидом, затем 28 полустолбиков с накидом, дальше 3 прибавочки полустолбиками с накидом, по второй стороне 28 полустолбиков с накидом и 2 прибавки полустолбиками с накидом. Во втором ряду у нас получается 68 петелек по кругу. Вот по кругу у нас получается 68 петелек. Значит, следующий ряд, третий, я вязала за заднюю стеночку петли, чтобы отделить донышко от самой стеночек сумочки. И получается, третий ряд я провязывала по кругу уже без прибавок и убавок 68 полустолбиков с накидом. То есть по кругу провязывала за заднюю стеночку петли. И дальше саму основу я вязала 18 рядов у меня получилось всего вместе с третьим столбиком. То есть сама вот от донышка я провязывала 18 рядов. 18 рядов плюс 2 ряда по донышку, ну это получается 20 рядов полностью сумочка связана. Значит, без прибавок и убавок за полную петельку я уже провязывала вот эту вот саму основу. Дальше вы видите разницу и сами уже смотрите и выбираете, как вам больше вязать, лучше, как вам больше нравится. Дальше, значит, здесь я уже выделила, как нам нужно, где мы будем вязать с вами ручку и сам клапан. Вот на этой стороне. И теперь давайте я вам покажу, как я это делала. Будем вязать 2 сумочки одновременно, потому что, в принципе, оформление одно и то же. Только мы будем брать разные цвета. Для девочки один цвет, для мальчика другой цвет. Итак, я пополам сложила донышко, там, где воздушные наши петельки. Теперь беру маркер и на одной стороне приблизительно смотрю, где у меня серединка. И за петельку вот я одеваю маркер. С обратной стороны сделать точно так же. То есть выровнять и приблизительно поставить на серединке маркер. Вот наша серединка. Теперь от маркера нужно отсчитать по 2 петли. 2 петли в одну сторону, 2 в другую. Вот петля маркера нашего. Теперь отсчитываем 1, 2 и вставляем маркер. В обратную сторону точно так же. Вот петля маркер, 1, 2 и вставляем во вторую петлю. То есть мы определяем, где будем вязать нашу ручку. Ручка будет состоять из 5 петелек. Вот 1, 2, 3, 4 и 5. Вот так вот. С обратной стороны сделать точно так же. Отсчитываем 2 петельки, вставляем. И с обратной стороны 1, 2 и вставляем. Теперь там, где мы закончили, вот где мы закончили, закрепили уже ниточку. Здесь мы отступаем от ручки, там, где у нас будет заканчиваться ручка, отступаем 2 петли, 1, 2, и в третью петлю я вставляю маркер. Точно так же с этой стороны. 1, 2, в третью петлю. Вот отступаю. 1, 2, в третью петлю. 1, 2, в третью петлю. Все, теперь мы присоединяем и будем вязать клапаны. Значит, сначала давайте свяжем клапан на синей сумочке. Значит, начинать я клапан буду вот с вот этой вот пряжи темно-синий. Цвет я вам уже вначале говорила. И будем присоединять. Где у нас тут начало? Берем крючок 4 и присоединяем. Снимаем маркер. И в эту же петлю я вставляю крючок.
Хвостик мы будем ввязывать. Делаю 2 воздушные петли. 1, 2. Подтягиваю маркер. Делаю накид. И в эту же петлю я провязываю полустолбик с накидом. Так, секунду. Вот так вот. Это что такое? Подтягиваю хвостик. И теперь в каждую петлю я буду провязывать полустолбик с накидом. То есть вот так вот нам нужно провязать до нашего маркера. Давайте провяжем. Итак, провязала я до конца нашего маркера. У нас получилось 25 петелек. И теперь нам нужно ровными рядами провязать всего 13 рядов темно-синей пряжей. То есть я поднимаюсь на 2 воздушные петли, разворачиваю вязание и провязываю по второй стороне 25 полустолбиков с накидом. И так нам нужно провязать всего 13 рядов. Должно получиться темной пряжей, темно-синей. Давайте провяжем 13 рядов. Итак, я провязала 13 рядов темно-синей пряжей, обрезала уже ниточку. И теперь нам нужно еще 4 ряда провязать голубой пряжей. Я просто поднимаюсь, меняю ниточку и поднимаюсь голубой пряжей на 2 петли. Здесь я завязываю на узелочек. Мы будем делать обвязку, поэтому хвостики они спрячутся. Просто зафиксируем их. Все, теперь разворачиваю вязание и провязываю точно так же 25 полустолбиков с накидом. Еще 4 ряда давайте провяжем клапана. Все, давайте провяжем еще 4 ряда. Итак, провязала я 4 ряда голубой пряжей. Всего у нас провязано 17 рядов. Теперь я поднимаюсь на 2 воздушные петли, разворачиваю вязание и делаю первую убавку. То есть делаю накид, ввожу в первую петлю, вывожу рабочую нить, не провязываю, опять делаю накид, ввожу во вторую петлю, крючок, вывожу рабочую нить, у нас 5 петелек на крючке, и я провязываю одной петелькой. Дальше провязываем до конца ряда 21 столбик без накида. Давайте провяжем. Итак, провязали мы 21 полустолбик с накидом. И в конце делаем тоже убавку. Делаю накид, ввожу в петелечку, вывожу рабочую нить, не провязываю. 3 петли на крючке. Делаю опять накид и в последнюю петлю ввожу крючок, вывожу рабочую нить. 5 петелек на крючке провязываю. Делаю 2 воздушные петли и провязываем последний 19 ряд. Делаю накид и провязываем опять убавку. Значит, вот первая петля, в первую петлю ввожу рабочую нить, не провязываю, делаю накид, ввожу в следующую петлю, не провязываю, теперь провязываю все вместе, 2 петли вместе. Дальше нам нужно провязать 19 полустолбиков с накидом и в конце сделать тоже убавочку. Давайте сделаем. Итак, я закончила клапан, я уже его зафиксировала, обрезала ниточку и закрепила. Значит, наш клапан состоит из 19 рядов.
Теперь нам нужно сделать обвязку. Обвязку я буду начинать вот где-то с серединки. Вот эти вот средние маркеры уже можно снять, они нам не нужны, именно средние. И оставим там, где мы должны пришить с вами ручки. И теперь давайте отсюда начнем делать обвязку. Обвязку мы будем делать столбиками без накида. И вот сюда я вставляю крючок. Беру голубенькую ниточку. Итак, вот сюда на серединку вставляю крючок. Беру голубенькую ниточку. Вывожу. Хвостик оставляю. Мы будем его ввязывать. Делаю воздушную петлю, подтягиваю. И сюда же провязываю столбик без накида. В эту же петлю. Дальше в следующую петлю провязываю. Там, где маркер, снимаю. Провязываю столбик без накида. И вставляю обратно, чтобы не потерять, где мы должны пришивать с вами ручку. И дальше вот по кругу я буду провязывать столбиками без накида. Сначала сумочку и затем перейду на клапан. Итак, начинаем обвязку с боковой части. Беру крючок в серединку. Вставляю ниточку, вывожу. И будем с вами делать обвязку. В эту же петлю я провязываю столбик без накида, подтягиваю. Все, и давайте провяжем обвязку по всей детали. Там, где у нас маркер, я маркер снимаю, провязываю столбик без накида и вставляю обратно в маркер, чтобы не потерять, где будет наша ручка крепиться. И дальше провязываю столбиками без накида. Переходим на ручку. Провязываю. Затем провязываю вот там, где переход на клапан, и между, вернее, клапаном и сумочкой. Делаю столбик без накида. И перехожу сразу на клапан. Хвостик уже можно обрезать. Все. И переходим на клапан столбиками без накида в каждый ряд. Вот так вот будем провязывать полностью клапан. Переходим на основание сумочки и вот сюда, и встретимся вот здесь вот. Все маркеры при этом остаются на своих петелечках. Все, давайте провяжем с вами. Когда переходим на уголочки, вот в уголочках клапана мы будем провязывать на уголочке, прям на самом уголочке, 3 столбика без накида. Вот сюда провязываю 1, сюда же 2 и сюда же 3. Вот такой мы будем делать переход, чтобы не закручивался клапан. И точно так же на уголочке сделаем 3 столбика без накида в одну петлю, вот сюда угловую, чтобы не закручивался клапан. Итак, я сделала обвязку по всей
окружности. Вот, зафиксировала уже ниточку и оставила большую ниточку для пришивания. Мы будем пришивать ручки с вами. Клапан я отпарила. Он теперь такой мягенький и хорошо лежит. Значит, как мы будем с вами вязать ручку? Я не стала показывать уже, как вяжется ручка, потому что она вяжется тоже поворотными рядами. И обвязка обычная, поэтому не буду удлинять видео. Значит, ручку как мы вяжем? Набираем 5 воздушных петель и с 3 петли от крючка провязываем 3 полустолбика с накидом. И дальше, поднимаясь на 2 воздушные петли, разворачиваю вязание и провязываю точно так же 3 полустолбика с накидом. Со 2 по 76 ряд я провязала 3 полустолбика с накидом. И сделала обвязку тоже столбиками без накида. Оставила тоже по уголочкам я провязывала по 3 столбика без накида. Оставила ниточку для пришивания. Вот, и теперь у нас на сумочке одна ниточка для пришивания. Вот, и на сумочке я ручку тоже отпарила, она тоже мягкая стала. Вот эластичная. И вот такая вот получилась ручка. Для девочки маленькой, думаю, достаточный размер. Теперь я одеваю иголочку и буду пришивать вот за вот эти вот 5 петелек. Ой, я буду вставлять вот так вот ручку, край ручки, и буду пришивать с наружной и с внутренней стороны. То есть эту ниточку я буду брать и пришивать, а со второй стороны у нас на сумочке есть ниточка, за которую я буду тоже пришивать. Все, давайте пришьем ручки.
пришили мы с вами ручки. Ручки я пришивала, как я уже показывала, за полупетельки с одной и с другой стороны. И по 2 шва делала в каждую петельку. И вот так вот у меня получилось. Плотно держится ручка. Она не порвется, потому что все кончики я спрятала. И очень плотно и пришила с 2 сторон. Вот такая вот сумочка у нас получается. Все, теперь давайте оформлять клапан. Итак, все оформление я буду вязать обычным ярнард джинсом тоненьким. Вот, нам понадобится для оформления мордочки желтая, значит, белая, черная и синяя пряжа. Синей пряжи у меня не было тоненькой, поэтому я разделила толстую пряжу ярнард джинс плюс и просто разделила ниточку вдвое. И получилось у меня обычный ярнард джинс, тоненький, вот как наш обычный ярнард джинс. Значит, ушки мы будем с вами вязать с двух сторон. Вот синяя и желтая. Желтая я уже связала. Они абсолютно одинаковые. Единственное, чем они отличаются, что мы будем обвязывать синюю окантовочку. А так вяжутся все 4 детали одинаково. Только единственные 2 детали мы внутренние вяжем желтой пряжей, а наружные синей. Все, теперь давайте, 3 части я связала. Теперь давайте свяжем с вами еще последнюю синюю часть. Итак, я беру синюю пряжу и набираю. Ага, и крючком я буду вязать 2,5 оформления. Я набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка я провязываю 1 столбик без накида. Дальше воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываю в одну петлю прибавку 2 столбика без накида. Дальше воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываю 2 прибавки в каждую петлю по 2 столбика без накида. Так, и еще в одну петлю 2 столбика без накида. Воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Теперь воздушная петля, разворачиваем вязание и провязываем так. Прибавка. Два столбика без накида. И в конце прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Получается 6 петель. Дальше делаем в одну петлю, воздушную петлю, разворачиваем вязание и провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, и 6. Теперь делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и провязываем в первую петлю прибавка, 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 и в конце прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Воздушная петля, разворачиваем вязание и провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 и в последнюю 8. Воздушная петля, разворачиваем вязание. И теперь провязываем в первую прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и в конце прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание и провязываем 10 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все, вот такое вот ушко получается. Теперь нам нужно сделать обвязку с двух сторон. Делаем воздушную петлю. В этот же ряд провязываем столбик без накида и затем в каждый ряд провязываем по одному столбику. Теперь в центральную, вот мы провязали одну сторону, в центральную петельку я провязываю 3 столбика без накида, чтобы ушко было острым. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Вот теперь по второй стороне, ввязывая хвостик, мы провязываем тоже обвязку, делаем до конца, до уголочка. Подтягиваем хвостик и провязываем. Так до конца ряда. Все, вот такое вот ушко у нас получается. Вот лицевая сторона, это изнаночная. Берем желтенькое ушко. Вот 2 лицевые стороны, это 2 изнаночные. Я снимаю петелечку и изнаночной стороной вот слаживаю ушко. Теперь ввожу крючок в желтое ушко, в петелечку, и так, секунду, что-то здесь не то. Пропустила ниточку. Вот складываем ушки. Ввожу в желтое, в петелечку синего подтягиваю и вывожу через желтую петлю. Делаю воздушную. В эту же петлю провязываю столбик без накида. И теперь в каждую петлю провязываю, делаю обвязку. Соединяя 2 ушка вместе. Вот соединив 2 ушка, центральную петельку мы провязываем 3 столбика без накида.
тоже, чтобы ушко было остреньким. То есть делаю соединяю две стороны. Давайте провяжем. Итак, закрепила я, уже ниточку обрезала. Вот сделала обвязку синей пряжи. И теперь вот эти вот хвостики я вкладываю вовнутрь. Так как мы будем немного наполнять ушко наполнителем, хвостики тоже будут участвовать в качестве наполнителя. Все, два ушка готовы. И давайте теперь приступим к носику. Носик мы будем вязать желтой пряжей. Итак, вяжем носик, набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Один, два, три, 4, 5, 6. Стягиваем колечко. И теперь набираем второй ряд 6 прибавочек. В каждую петлю 2 столбика без накида. Один. Два. Три. Четыре. 5 и 6. В конце ряда у нас получается 12 столбиков без накида. Вот так вот. Теперь третий ряд провязываем так: 1 столбик без накида плюс прибавка, столбик без накида, следующую прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда получается 18 столбиков без накида. Давайте провяжем. Вот такая деталь у нас получается. Четвертый ряд провязываем так: 2 столбика без накида плюс прибавка. Так нужно повторить 6 раз. В конце ряда у нас получается 24 столбика без накида. 2 столбика без накида плюс прибавка. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, я уже вставила маркер. В пятом ряду будем провязывать так: снимаю маркер и провязываем 6 столбиков без накида. В первую петлю ставим маркер, в первую петлю ставим маркер и провязываю еще 4 столбика. Всего должно быть 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и еще 6. Дальше провязываем так: 1 полустолбик с накидом, делаю накид, в следующую петлю провязываю 1 полустолбик с накидом, а в следующую провязываю 1 прибавку, 2 полустолбика с накидом в 1 петлю. Так нужно повторить 9 раз. В конце 5-го ряда у нас получается 33 столбика. Делаю накид, провязываю столбик полустолбик с 1 накидом, делаю накид, в следующую петлю прибавка, 2 полустолбика с накидом в 1 петлю. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, провязали мы 5-й ряд. Вот так вот выглядит деталь. Дальше 6-й и 7-й ряд мы провязываем так: 6 полустолбиков с накидом и 6 столбиков без накида и 27 полустолбиков с накидом, то есть без прибавок и убавок. Мы провязываем в начале, так и провязываем 6 столбиков без накида, а дальше 27 полустолбиков с накидом, то есть 33
петли у нас остается в конце ряда. Давайте так провяжем 6 и 7 ряд. Провязала я 2 ряда. Вот такая деталь получается. 8 ряд провязываем так. Снимаю маркер и провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2. В первую петлю ставлю маркер. И еще 4. 3, 4, 5 и 6. Дальше вяжем по схеме 2 полустолбика с накидом плюс прибавка. Делаю накид и провязываю 2 полустолбика с накидом и дальше прибавка 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Так нужно повторить 9 раз. В конце у нас получается 42 петли. И 9 ряд провязываем так: 6 столбиков без накида и 36 полустолбиков с накидом. То есть 9 ряд провязываем без прибавок и убавок, и получается у нас 42 петли. 6 столбиков без накида и 36 полустолбиков с накидом. Давайте провяжем эти 2 ряда. Итак, провязали мы 9 рядов. Желтую пряжу я уже отрезала, так как мы будем менять нить для формирования, для вязания, вывязывания носика самого на мордочке. Значит, снимаю маркер и ввожу уже, вернее, не так. Чтобы поменять цвет, я последнюю петелечку уже вывожу синюю ниточку. Хвостики мы не ввязываем, но мы их потом закрепим. И уже провязываем 6 столбиков без накида новой голубой ниточкой. 2, 3, 4, 5, 6. Носик мы вяжем той пряжей, которая у нас была основа вывязана. Хвостики завязываем просто на узелочек, чтобы они не распустились нам. Вот для этого, так как я уже сказала, что у меня не было голубой пряжи такого цвета, и я тоже разделила эту пряжу пополам, толстую пряжу. Если у вас есть Yarnart Jeans такой же цвет, то вы можете воспользоваться тем же цветом, только с Yarnart Jeans. Так как у меня нет, я просто разделила на двое. Итак, теперь, провязав 6 столбиков без накида, делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю в обратную сторону 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Воздушную петлю разворачиваем вязание. Дальше мы провязываем с вами 12 ряд. 12, 13 и 14 мы провязываем 6 столбиков без накида. То есть мы провязали 10, 11. Вот, и теперь еще 3 ряда. Давайте провяжем 6 столбиков без накида поворотными рядами. Итак, 15 ряд вяжем так. Делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю в первую петлю, провязываю прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И в последнюю петлю провязываю прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю.
Дальше делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю 8 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываю также. В первую петлю провязываю прибавку. Дальше в серединке я провязываю 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. И в конце провязываю прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. В конце ряда у нас должно получиться 10 столбиков. Делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю 10 столбиков без накида. Давайте провяжем так до конца ряда. Итак, провязали 19 ряд. Вяжем так. Воздушная петля, разворачиваем вязание и в первую петлю провязываем прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 8 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в конце провязываем прибавку. Два столбика без накида в одну петлю. В конце ряда у нас получается 12 столбиков. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и провязываем 12 столбиков без накида. Давайте провяжем до конца ряда. 21 ряд вяжем так. Воздушная петля, разворачиваем вязание, в первую петлю провязываем 2 столбика без накида. Дальше провязываем 10 столбиков без накида. И в конце провязываем опять прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. В конце ряда у нас получается 14 столбиков. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем 14 столбиков без накида в 22 ряду. 23 ряд вяжем так. Точно так же в начале и в конце прибавка. В серединке мы провязываем 12 столбиков без накида. В конце 23 ряда получается у нас 16 столбиков без накида. 24 и 25 ряд провязываем без прибавок и убавок 16 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, довязала я. Получилось у нас 25 рядов. Вот всего. Я уже обрезала ниточку, закрепила, и вот такой вот носик у нас получается. Теперь нам нужно сделать обвязку. Обвязку мы будем делать голубой пряжей, мы будем делать обвязку носика, там где у нас голубая часть, а желтой пряжей там где у нас желтая часть. Значит, единственное, что по уголкам я делаю вот здесь вот по 3 столбика без накида, вот с одной стороны и с другой стороны. То есть все, давайте сделаем с вами обвязку.
Итак, сделала я уже обвязку носика. Теперь мы должны вышить с вами носик. Значит, я уже приготовила черную ярнар джинс. В 2 нити я буду вязать тупой иголочкой. И уже определила, где мы будем вышивать носик. Значит, вот наш центр. От центра опускаемся посерединке, где-то определяем серединку нашего носика и опускаемся на 2 ряда. Вот первый, второй. Между вторым и третьим я ставлю, значит, определяю, где будет наш низ носика. Дальше от центра наискосок я ухожу 1, 2, 3, 4. Между 4 и 5 рядами ставлю иголочку. И точно так же во вторую сторону, чтобы у нас приблизительно было симметричный носик. Все, и теперь ввожу иголочку туда, где мы с вами определили. И вышьем с вами носик. Итак, сшили мы носик, ротик. Я думаю, у вас все тоже получилось. Вот такой вот ротик и носик. Теперь нам нужно связать с вами бровки. Бровь у нас будет выглядеть вот так вот. Оставляем нить для пришивания. И цвет у нас будет светло-голубой.
немного светлее, чем наш основной цвет основы нашей сумочки. Если у вас нету, то просто возьмите такой же самый цвет. У меня есть, поэтому я взяла. Итак, начинаем вязать брови. В кольцо амигуруми набираем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Затягиваем кольцо. И теперь без прибавок и убавок провязываем с вами со второго ряда по 10 8 столбиков без накида. Без прибавок и убавок вяжем такую вот трубочку. Бровку мы не набиваем, она у нас пустая. Давайте провяжем по кругу 10 рядов. Сильно затягивать не нужно петельки. Вяжем свободно. И давайте провяжем с вами ровно 10 рядов. Итак, провязала я 10 рядов. Я зафиксировала ниточку, одела иголочку, оставила для пришивания. И теперь за полупетельки бровку мы не набиваем. За полупетельки продеваем ниточку. Все, и так вот стягиваем. Теперь фиксируем двумя узелочками. Все, вот такая вот бровка готова. Теперь в центр вставляю иголочку, а вывожу с другого центра. Вот. Все, две бровки готовы. Этой ниточкой мы будем пришивать бровки. Теперь давайте свяжем глазки. Итак, глазик выглядит вот так вот. И давайте свяжем с вами белок. Берем белую пряжу и начинаем с 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязали цепочку из 6 воздушных петель. Теперь с третьей петли от крючка провязываем прибавку столбиками с накидом. Делаю накид. И вот с третьей петелечки провязываю 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Дальше провязываю 2 столбика с накидом по цепочке. И в конце, в последнюю петлю, я провязываю 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Итак, разворачиваем вязание и вяжем по второй стороне.
Ввязывая хвостик, провязываем 2 столбика, 2 столбика с накидом. Раз. И второй раз. И в последнюю петлю провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Подтягиваем хвостик, можем убирать его. И делаем соединительную петлю в первую петлю предыдущего ряда. Вот так. Первый ряд у нас связан. В первом ряду у нас получается 14 столбиков. Теперь второй ряд провязываем так. 2 воздушные петли. В эту же петлю провязываю 2 столбика с накидом. То есть прибавку. Раз и сюда же 2. Дальше в следующую петлю провязываю вторую прибавку. 2 столбика с накидом в одну петлю. Раз и 2. Дальше провязываем по цепочке 2 столбика с накидом. Дальше провязываем 5 прибавок в каждую петлю, 2 столбика с накидом. Так нужно повторить 5 раз. Давайте провяжем. Итак, провязали мы 5 прибавочек. Теперь провязываем 2 столбика с накидом по цепочке. И провязываем в конце 3 прибавки. В каждую петлю 2 столбика с накидом. И так нужно повторить 3 раза. И делаем соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Второй ряд готов. Во втором ряду у нас 24 столбика, третий ряд. Поднимаемся на 2 воздушные петли и в эту же петлю провязываем 1 столбик с накидом. В следующую провязываем прибавку 2 столбика с накидом в одну петлю. Дальше провязываем 1 столбик с накидом. И дальше провязываем прибавку 2 столбика с накидом в одну петлю. Дальше провязываем 2 столбика с накидом. Дальше провязываем по схеме 1 столбик с накидом плюс прибавка, так нужно повторить 5 раз. Один столбик с накидом и в следующую прибавку, это уже второй раз. Давайте еще провяжем 3 раза. Провязав 5 повторений, теперь провязываем 2 столбика с накидом. Теперь провязываем опять по схеме 1 столбик с накидом, следующую прибавка 2 столбика с накидом в одну петлю. Дальше опять 1 столбик с накидом, следующую прибавка. И в последнюю опять 1 столбик с накидом. И в последнюю уже прибавка. Дальше делаем соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Оставляем ниточку для пришивания и фиксируем.
Обрезаем хвостик, который у нас был в начале. И вот белочек у нас готов. Теперь давайте зрачок свяжем. Зрачок вяжем черной пряжей и набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваю кольцо и второй ряд провязываем все 6 прибавочек, в каждую петлю 2 столбика без накида. В конце ряда у нас получается 12 столбиков. В каждую петлю по прибавочке. Давайте провяжем так до конца ряда. Провязали, оставляю ниточку для пришивания, хвостик, и фиксирую. Затем концы просто завязываю на узелочек изнутри. Все, один хвостик обрезаю, а вторым пришьем посерединке нашего белка. Давайте пришьем. Итак, связали мы глазки, пришили зрачки. И теперь давайте будем оформлять клапан на нашей сумочке. Итак, начинаем оформлять клапан. Вот так, наверное, лучше будет видно. Итак, смотрите, ушки я немного набила холофайбером, наполнителем. И теперь будем пришивать. Будем пришивать первый, второй ряд я пропускаю. Первый, второй ряд я пропускаю, а третий, четвертый мы захватываем в конце, там, где у нас идет окантовочка. В третьем и четвертом ряду мы пришиваем наши ушки с одной и со второй стороны. Третий и четвертый ряд, захватывая третий и четвертый ряд. Вот так вот. Синей ниточкой мы пришиваем. И давайте пришьем ушки.
Пришили мы ушки. Вот так вот они выглядят. Как я и говорила, что я пришила между 3-м и 4-м рядами. И вот по краям, не захватывая окантовочку. Дальше пришиваем носик. Носик я определила, где будет наша мордочка. Мордочка будет синяя часть. Вот отделенная желтая мордочка будет на уровне нашего перехода. И носик идет вперед возле ушек. И пришиваем синюю часть, вернее голубую часть голубой ниточкой, а желтую часть желтой ниточкой. Пришиваем таким образом, чтобы мы не захватывали и здесь не было ничего видно. Поэтому захватываем только вот здесь, вот эту часть. Небольшие стежочки. Все, давайте пришьем мордочку и встретимся.
пришила уже мордочку, как я и показала, что желтая я пришила желтую часть, голубой голубую. Вот такая вот у нас получается уже клапан. Теперь нам нужно пришить глазки. Глазки я пришиваю очень близко к носику. Вот немного заходя за вот это вот на голубую деталь. То есть на уровне носика. Вот очень близко. И чтобы так было симметрично. То есть приблизительно вот так вот. И дальше последнее, что мы с вами пришьем, это бровки. То есть нам нужно пришить еще глазки и бровки. Все, давайте с вами пришьем глазки. Итак, пришила я глазки. С этой стороны ничего не видно, потому что захватывала я небольшой кусочек ниточки. Все, и теперь последний штрих мы должны пришить с вами бровки. Бровки пришиваем тоже. Вот так вот. Пришьем наискосок. Вот таким вот образом. Давайте пришьем.
Итак, пришила я бровки, полностью оформила мордочку. И теперь последний штрих, это мы спускаемся к третьему ряду. И с любой стороны берем четверочку. Вот, и вставляем за переднюю полупетельку и вяжем окантовочку. Делаем воздушную петлю, сюда же провязываем столбик без накида. И теперь по кругу, ввязывая хвостик, провязываем столбики без накида, не затягивая петли, провязываем вот такую вот окантовочку. По кругу, отделяя донышко от основы. Давайте так провяжем по кругу. Итак, я закончила сумочку, уже сделала окантовочку, спрятала ниточки. И вот такая вот сумочка у меня получилась. Летний вариант для маленькой девочки. Вот. Вторую сумочку точно так же я сделала. Точно такое же оформление сумочки. Единственное, что другие материалы, другие цвета, вернее, пряжи. И носик у меня вывязан полностью бежевым цветом. То есть я не меняла ниточку. На этой собачке я меняла ниточку, на этой не меняла, на носике. Вот и единственное расхождение в этих сумочках. А так они абсолютно одинаковые. Вот. Поэтому выбирайте, какой вам больше нравится, тот и вяжите цветом. Если вам понравился мастер-класс, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Вот, ну а на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.